Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платонова. Мы снова путешествуем. И сегодня речь пойдет о Явских воротах. Будем гулять в окрестностях Явских ворот. Это широко известные ворота, место встречи гидов и экскурсантов. И именно отсюда начинается большинство экскурсий по старому городу Иерусалима. Эти ворота имеют не одно название. От них расходятся две дороги к порту Яффа и в сторону Вифлеема и Хеврона. Арабы называют Хеврон Аль-Халиль, то есть город друга Бога. Под другом Бога подразумевается Авраам, Ибрагим в арабской традиции. Так вот, второе название этих ворот – ворота друга Бога. Баб аль-Халиль – ворота друга Бога или Хевронские ворота. Баб аль-Халиль – так звучат названия ворот на арабском языке. Баб – ворота, Аль-Халиль – друг Бога. Явские ворота – одни из 7 открытых ворот старого города Иерусалима. Ворота и стены строились в период правления турецкого султана Сулеймана Великолепного в XVI веке. Подобных надписей можно встретить немало на стенах и воротах старого города. Эти надписи надо мной дают нам год строительства стен от хиджры, что соответствует 1538-1539 годам от современного исчисления. А еще эти надписи прославляют величайшего султана Сулеймана, Владельца земель Рума, арабов и персов сына Селима хана. того самого известного Сулеймана Великолепного, который именем Аллаха Милосердного и Всемилостивого приказал построить вот эти стены. На башне Явских ворот в начале 20 века было одно строение, призванное увековечить память еще одного турецкого султана. Сейчас расскажем и даже его покажем. Над надвратной башней возвышалась 4-метровая часовая башня. Ее установили в 1908 году. Это одна из нескольких башен, которые построили в рамках празднования 25-летия султана Абдулхамида II в 1900 году.
сложилось печально, к сожалению. Поначалу строительство затянулось на долгие годы. У города просто не было на это дело средств. А потом получилось так, что башня с часами не простояла и 2 десятилетий. Нет, она не рухнула, не упала, строение было крепким. Но в 1922 году британские власти по приказу губернатора Иерусалима Рональда Сторса решили ее демонтировать по эстетическим соображениям и перенести в другое место. А потом не стали заморачиваться с переносом, разобрали строения и камни были распроданы. Сейчас мы пойдем внутрь ворот и рассмотрим их. Внутри Явских ворот есть еще одна надпись. Видите, прямо надо мной. Она гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Ибрагим – друг Бога». Арабское название ворот – Баб-аль-Халиль закреплено этой надписью. Посмотрите на форму ворот. Такая форма замедляет темп нападения противника и имеет своеобразную нишу со входом и выходом. И бойницу для обороняющихся. Подобную мы видели в крепости Нимрод в Верхней Галилее. И здесь как бы существует 2 входа. Один, собственно говоря, с северной части и с восточной выход. Буквально в нескольких шагах от Явских ворот есть один очень интересный объект. А что, собственно говоря, здесь неинтересного? Да здесь интересно абсолютно все. Нужно подняться по этим ступенькам, и мы видим 2 гробницы. 2 гробницы турецкие османского периода. И это гробницы мужские. Почему именно мужские, я вам сейчас расскажу. Ведь надписи здесь нет ни одной. Как же можно утверждать, что это гробницы мужские? Ведь нет абсолютно ни одной надписи, которая идентифицировала бы эти гробницы. Дело в том, что можно по вот этому украшению, обратите внимание, такой кружок, это головной убор, тюрбан. И именно такие украшения характеризуют мужские гробницы в Турции. По легендам, это могилы архитекторов возобновленных стен. Именно об этом в XVI веке написал один пилигрим, буквально через пару десятилетий после строительства этих стен. Паломническая традиция говорит еще и о том, что зодчие были обезглавлены. Причин такой казни указывают немало, но ни одна из них не имеет исторической подоплеки. Но как бы то ни было, традиция все же очень сильна. И за этими гробницами закрепилось навсегда название гробницы архитекторов или гробницы зодчих. Обращает на себя внимание этот въезд в город. Он появился в конце XIX века специально для кайзера Германии Вильгельма II. Приезд Вильгельма был большим событием в жизни Иерусалима. Кайзер прибыл на освящение лютеранской церкви Христа Искупителя.
и освящение приурочили к Дню Реформации. Иерусалим был главной целью его очень насыщенной религиозно-туристической программы. Его сопровождало огромное количество народа, от членов правительства и служителей церкви до простых паломников. Всем этим занималась английская туристическая компания Кука. Для Вильгельма эта поездка осталась одним из самых светлых воспоминаний в жизни. Первоначально Вильгельм планировал въехать в город через Явские ворота, верхом на коне. Вот вы видите Явские ворота, портал надвратной башни. Но наместник Османской империи в Иерусалиме счел это оскорбительным. И как компромисс в стене поблизости от ворот, вот как раз где полицейский пункт, сделали этот пролом, через который Вильгельм и совершил свой торжественный вход в город. Есть сведения, что за поиском компромисса обращались даже к местному раввину. И тот не стал высказываться по этому поводу. Итак, в 1898 году кайзер в сопровождении своей супруги Августы Виктории, важных немецких сановников и при всем честном народе въехал в город через вот этот проход за мной. Мы не можем здесь не упомянуть британского генерала Алленби. Он вступил в Иерусалим спустя 19 лет в декабре 1917 года, после победы англичан над турками. Но не позволил себе въехать при всем параде на коне, а вошел в святой город пешком недалеко от Явских ворот и произнес даже торжественную речь. А сейчас посмотрите на эти элементы украшений и интерьер надвратной башни Явских ворот. Во время строительства некоторые из украшений, возможно, были попросту демонтированы из других строений города турецкими властями. Зима в этом году очень теплая. Цветет миндаль, а мы идем туда, где большинство туристов и гостей вряд ли бывали. Яркая зелень и полевые цветы радуют глаз. Мы идем под этот мост. На мосту находится та самая площадь перед Явскими воротами, на которой только что мы находились. Склон под воротами раскопали при строительстве шоссе в конце 90-х годов 20-го столетия. Сверху ходят люди, едут машины, а здесь, в тишине, живет частичка истории. Это комнаты римских бань первых веков нашей эры. Здесь отдыхали легионеры.
Это сохранившиеся камни Гиппокауста, системы подпольного подогрева бань. Вот они. Есть здесь и печи, и уцелевшие части древнего водоканала, и множество огромных колонн, поддерживающих современный мост. И снова встреча древности и современности в Иерусалиме. К XIX веку Иерусалим стал слишком тесен для всех его жителей, и начался период выхода Иерусалима за стены города. Явские ворота стали серьезной артерией для связи внешних районов и внутренних районов старого города. Первый район, который был построен здесь, назывался Мишкенот Шаананим. Он как раз-таки располагался вот на противоположной стороне. Шел 1857 год. Хевронская дорога, проходящая в глубине ущелья Бней-Геином, отделяет старый город Иерусалима, стоящий высоко на холме, от склона, где берет начало история нового Иерусалима. Итальянский еврей Игуда Тура, проживавший в Америке, завещал $60 тысяч евреям Святой Земли. Это были тогда огромные деньги, и они сыграли немалое влияние на жизнь евреев Иерусалима. Евреи жили тогда в ужасающих условиях. Около стены плача. Еврейская община превысила тогда половину города. Цены на жилье были невероятными. А о санитарных условиях лучше вообще не говорить. Распорядителем фонда Игуды Тура стал известный филантроп Моисей или Мозес Монтефиори. Влиятельнейший человек-англичанин, английская королева даровала ему титул лорда. Моисей постоянно заботился о своих собратьях-евреях. В Иерусалиме он был 7 раз. Последний в 1875 году, уже в возрасте более 90 лет. А в свой 4-й приезд в 1855 году он приобрел на средства фонда участки земли, на которых впоследствии построили 2 квартала. Эти районы назывались Мишкенот Шаананим и Ямин-Моше. В 1857 году также была построена вот эта мельница, чтобы снабжать мукой по сниженным ценам жителей города. Высота ее достигает 18 метров. Первое строение квартала построили к 1860 году. Это было длинное здание с 28 квартир по 1,5 комнаты. Был также в этом районе резервуар с водой и насосом и 2 синагоги. Второе здание построили к 1866 году. Но евреи не торопились переселяться в новое жилище. И это был огромный сюрприз для Моисея Монтефиори. Страх остаться на ночь вне стен города был очень велик. Даже бесплатно сюда не хотели переезжать жить. И только когда предложили плату будущим жильцам, потихоньку семьи сюда потянулись. Но
Известен факт, что жильцы нового квартала все равно ночевать перебегали в город под защиту турецкого гарнизона. Но в город пришла эпидемия холеры и заставила людей осознать, что есть кое-что пострашнее грабителей и диких зверей. И стоит переселиться в новый район с хорошими санитарными условиями и новыми водосборниками. Конечно же, верующие евреи посчитали ситуацию указанием свыше. Уже после смерти Монтефиоре был построен квартал, названный в его честь Ямин-Моше, как продолжение квартала Мишкинот-Шаананим. Несмотря на то, что район этот претерпел очень сложную историю, сейчас он необычайно красив. Это один из престижных и дорогих районов Иерусалима. Очень красивый, утопающий в зелени, расположенный по склону напротив стен Иерусалима. И дома в нем практически не продаются. Два первых здания используются сейчас для общественных целей. Район насыщен творчеством, и живут в нем люди творческих профессий. А мы обязательно познакомим вас с этим местом. Вот и подошла к концу встреча с маленькой частичкой прекрасного и вечного Святого Града. А впереди новое путешествие и новые встречи. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Если вы досмотрели до конца, значит было интересно. Подписавшись, жмите на колокольчик. Тогда вы будете получать уведомления на наши новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Будьте здоровы и благополучны. До свидания. До новых встреч!